Из Осаки за 2 дня мне нужно было перебраться в одно местечко, в горах на острове Кюсю. Для промежуточной остановки я решил выбрать город Кагасима. И потому, что логистика так была удобнее, и потому, что заинтересовало это место. За сколько можно проехать 800 километров? В Японии чуть больше, чем за 4 часа. Всего один Синкансен, максималка 300 км по GPS, и уже днем я был в Кагасиме. Это один из крупнейших городов острова, транспортный и промышленный центр. Вообще крупный развитый город на берегу залива, на юге страны, с теплым климатом, прямо у подножия вулкана. Про один такой вы наверняка слышали, в Италии. И вот за все эти сходства Кагасиму и называют Неаполем Востока. Погода стояла просто шикарная, тепло и не облачко. Грех было этим не воспользоваться. И я начал с обеда. Нашел ресторанчик на террасе на крыше, с отличным видом на город и стратовулкан Сакурадзима. А потом неспешно побродил по центру. Так я дошел до холма Сираяма. Панорама оттуда оказалась стоящей подъема по лестнице. В отель возвращался уже в сумерках. И пока шел, нашел на карте небольшой парк прямо на берегу залива. Чтобы полетать там дроном, конечно же. И заснять город и вулкан на рассвете. Вообще Сакурадзима довольно интересное место. Еще не так давно этот вулкан был по сути островом посреди залива. Но во время извержения в 1914 году он лавой взял на абордаж территорию острова Кюсю и с тех пор формально стал полуостровом. Сакурадзима является туристическим местом. Туда ходят паром из Кагасимы, есть музей, да и люди там живут. В общем, я даже подумал, что вулкан на острове уже спящий. Но, как говорится, народная индейская изба. Фиг вам. Уже после возвращения домой я обнаружил, что 15 мая, то есть спустя всего месяц после моего визита, вулкан Сакурадзима выдал мощный перформанс. Выброс пепла был на высоту 3 километра, и им плотно засыпало Кагасиму так, что там просто все встало колом. Город был почти парализован несколько дней. С одной стороны, не повезло, что не увидел этого вживую, а с другой, застрять там было бы не в тему. Но я тогда об этом даже не думал, просто любовался видами горы, мирно спящей над водной гладью. Кстати, когда следующим утром на рассвете снимал все это дроном, разговорился с одним мужичком на берегу залива, который делал там утреннюю пробежку. Его заинтересовал дрон, а в итоге мы с ним довольно мило поболтали. На английском. Он рассказал о паре интересных мест вокруг города. Оказывается, чуть южнее Кагасимы, около городка Ибусуки, есть пляжи из черного вулканического песка и термальные источники. Но туда я уже никак не успевал. А вот в сад Сенган-эн заехал. Сакуры в саду не было, или в этом регионе Японии она уже цвела. Но прогулка получилась приятной. Все-таки японцы умеют сделать красиво, даже, казалось бы, из ничего.
Однако пора ехать дальше. Мне оставалось всего 270 километров, но уже обычными поездами, без синкансенов. Более того, на финишном участке меня ждал обычный рейсовый автобус в горах. В итоге на дорогу ушло больше 6 часов, но это было даже кайфово. Вагоны невероятно комфортные, возможно потому, что уже за билеты оформил с резервированием места, и красивые пейзажи за окном. ЖД-ветка периодически шла вдоль берега моря, а автобус поднимался в горы через ущелье. И всю дорогу, включая автобус, я ехал почти без попутчиков. В общем, вышел шикарный персональный трансфер. Смущал только прогноз погоды на следующий день.